Ну вот смотри, Елисей Андреевич, вон там у нас сидит чудо-юдо, в эту сторону лучше не ходи. А там у нас сцена. Видишь? Не вижу. Не видишь? Не вижу. Вот она. Видишь? Ага, вижу. Вань, а пойдем со мной. Поможешь мне. А то я достаю либо до клавиш, либо до педалей. Выбор сложный. Ну, пойдем, помогу. Смотри. А он был 2 года назад, пришел в 5 лет, играл концерт Баха. Сейчас ему 7, сейчас 7, да. Ну, он все, ну, он сам. Он сочиняет каждый день новое произведение. Да что? Слушай, гений, просто гений. Веселиться. Гениально просто. Какое счастье родителям. Представляешь, когда сидит маленький гений дома. Ну что, дорогие друзья, конечно, когда мы объявили, что в сказочном сезоне, который мы делаем вместе с создателем фильма «Последний богатырь», будут участвовать ребята из прошлых сезонов, очень многие задавали вопрос, будет ли Елисей Мысин, и вот он на сцене. У тебя много интересного случилось. Ты теперь переехал из Ставрополя куда? В Москву. В Москву и учишься в Центральной музыкальной школе. Скажи, а вот твой «Мандарин», это уже стало такое знаменитое произведение, что, насколько я знаю, ты даже получил права авторские на него, да? Да. И могу сказать, что я слежу за этим молодым артистом очень пристально. Я счастлив, что он учится в Центральной музыкальной школе при консерватории. Это действительно человек очень одаренный. Он прекрасно понимает, я знаю, что он не любит, когда его особо хвалят. Он это все, так сказать, вот у него здесь входит, а из другого уха вылетает мгновенно, потому что он очень жадный до творчества. Он все время что-то учит новое, он все время что-то сочиняет. Я тебе желаю удачи, и «Мандарин», конечно, будем играть, несмотря на отчисления в авторские права. Олег, ну вы помните Елисея 2 года назад? Всю историю. Было такое огромное открытие, да? «Синие птицы». Счастье, что открытия продолжаются. Елисей растет и технически, и просто в рост. Вот. Но что самое замечательное для меня, что при этом не теряет непосредственности и обаяния. И это качество, присущее настоящему таланту, работоспособность и в то же время откровенность в творчестве. Я желаю, чтобы это осталось на всю жизнь. Спасибо огромное за сегодня. Елена, ну вот вы первый раз видите у нас Елисея на сцене. Я просто, знаешь, что вот в связи с тем, что я никогда в жизни не встречалась с такими детьми, как ты, ну, с таким молодым человеком, как ты, вот ты можешь мне просто рассказать свой распорядок дня? Вот из чего состоит твой день? А что ты на меня смотришь? Я не знаю, из чего состоит твой день. Но, наверное, ты ешь завтрак, да?
Что ты ешь на завтрак обычно? Ну, праздник. Ну, омлет ешь? Кашу? Омлет и кашу. Так. А сколько ты занимаешься фортепиано в день? Ну, бывает 8, 4 часа, 2 часа. А когда ты играешь в игрушки? Он играет на фортепиано. А рисуешь Да? когда? А читаешь когда? Ну, когда вы с Денисом ездите на концерт, он, наверное, тебе читает в самолете книгу. Это вообще... Это вообще что-то неправдоподобное, да? Они имеют детство, у них просто другой темпоритм, они все успевают. И ходить в школу, но это же не каждый день по 8 часов, правда, Елисей, скажи? Это абсолютно гениально. Елисей не зазнается. И это потрясающее качество, когда работа, это самое главное. Елисей и Денис Мацуев. Потрясающий, кстати, вот был бы замечательный дуэт. Вот. И, Сергей, отличная мысль, потому что она мне тоже пришла на ум, когда играл Елисей. Потому что, Денис, ты же сейчас замечательно совершенно отпраздновал день рождения Рахманинова, сыграв 5 его концертов. Сейчас звучало тоже его произведение. Может быть, мы продолжим отмечать? Может быть, вы вместе с Елисеем чуть-чуть польку? Мы так любим ваш этот дуэт. М? Да? Давайте попробуем. Да? Что такое апельсин? Мандарин — это произведение Елисея. Это он написал сам. Как ты быстро бегаешь, Денис? В команде «Спартак» замена. Вместо оркестра «Медяника» играет Денис Мацуев. Сергей Васильевич Рахманинов. Полька исполняют Денис Мацуев и Елисей Мысин. Прекрасно. Дай мне твою руку, маэстро. Я опять же повторю фразу, которую сказал после того мандарина. С этим номером можно ездить по стране. Но вы бы видели Елену Яковлеву, которая... Она сдвинула оттуда Олега Погудина с того края. Ей казалось, там лучше будет видно. Потом чуть не вывалилась вниз. Я хотела увидеть эти 4 гениальные руки, и я их увидела. Несколько вопросов к большому пианисту. Денис. Денис, да, вас зовут? Скажите, пожалуйста, а вы как... Я из Иркутска, у нас там все нормально. И сколько вы часов в день занимаетесь музыкой? Я в основном в футбол играю, но меня папа с мамой заставляют там Тоже заниматься. хотите сниматься в кино в «Богатыре»? Я хочу в «Богатыре», но меня не возьмут. Я уже на 3-й год остался в «Синей птице». Вот, поэтому... Спасибо, что пригласили меня. Я очень люблю эту программу. Мы с родителями смотрим ее. Нет, на самом деле по было бы замечательно. воскресеньям. «Богатырь Иван» и «Богатырь Денис». Спасибо большое. Это будет достойное продолжение сказки. Спасибо огромное.